Она меня красивее, он меня богаче. У нее муж и ребенок, а у меня что? Ни кола, ни двора, ни котенка, ни ребенка. У него бизнес и крутая тачка. А я что? Она отдыхает на Мальдивах, а я 3 года в отпуске не была. У него столько женского внимания, а меня все отвергают. У нее богатый ухажер, а у меня на личном фронте голяк. Он такой успешный, а я такой лузер. Сравнение себя с другими не в свою пользу. Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Ну, конечно, механизм сравнения себя с другими, он у нас эволюционно обусловлен. Все-таки мы люди, мы ультрасоциальные животные. Это нормально то, что мы сравниваем себя с какими-то другими членами нашего племени. Мы таким образом, ну, даже самое базовое, да, то есть мы определяем, безопасно ли здесь. То есть мы приходим, мы понимаем, как мы выглядим, мы понимаем, что мы из себя представляем, в какую-то новую обстановку, сравниваем там себя с другими людьми. И смотрим, безопасно мне здесь или небезопасно. То же самое, если это какое-то общество, в котором раньше люди жили долгое время, скажем, да, это был какое-то их вот родовое племя, где они находились. Ну, тоже они сравнивали свои успехи, неуспехи, какое-то свое состояние с другими членами своего племени, для того, чтобы понимать, насколько я ценен, вот где я в этой самой иерархии нахожусь. И это хорошо исследовано. Если у вас автомобиль Toyota, и у всех ваших соседей также автомобили Toyota, то вам будет нормально. То есть вы посмотрели, сравнили, все в порядке, мне здесь хорошо. Если у вас автомобиль Toyota, а у всех ваших соседей автомобиль Rolls-Royce, то тогда вам будет плохо. То есть все равно вот это сравнение и относительность, да, то есть как мы соотносимся с какими-то внешними обстоятельствами, играют для нас роль. Еще тоже знаменитый эксперимент, его в 1999 году провела психолог Анна Беккер. В общем, история была в том, что на остров Фиджи, это такое островное государство, в конце 90-х годов местные телекомпании закупили западные сериалы. Ну, вот это типа «Беверли-Хиллз 90210», «Спасатели Малибу», «Династия» и вот все из этой оперы. До прихода западного телевидения пышные женские формы в культуре этого государства считались красивыми. Это было порядком нормы. Практически не было зарегистрированных случаев РПП. Ну вот спустя 3 года показа этих сериалов 74% девочек, и девочек-подростков здесь имеется в виду, стали ощущать себя толстыми. Они даже появились случаи, ну понятно, стали регистрировать РПП и стали регистрировать случаи индуцированной рвоты, чего вообще в культуре этой страны никогда не было. Также девочки-подростки стали говорить, что я хочу выглядеть как женщины по телевизору. И 62% стали ограничивать еду. Я помню, нам когда профессор про этот эксперимент на острове Фиджи рассказывал, значит, провели западное телевидение, местное население там стали ограничивать еду. И тогда я как-то помню, что мне единственное, что я знал об острове Фиджи, это то, что там, что они входят в топ-3 мест на нашей планете по количеству случаев зарегистрированного каннибализма. Я думаю, что это и неплохо, что они там стали ограничивать еду. Ну, вроде бы сейчас там уже это, конечно, не так, как это все было в 19 веке, но что называется, нет-нет, да. В 2011 году опять был огромный скандал. Значит, немецкий турист поехал на Фиджи и собрал каких-то местных и попросил отвезти его на экспедицию в джунгли. Он хотел, какой-то у него там был исследовательский интерес. Потом этот немецкий турист пропал, его искали. И через несколько дней нашли его останки в костре. С учетом наслышанности о пищевых пристрастиях местного населения, конечно, все сразу подумали про это и направили, значит, следственную группу из Европы все это дело расследовать, потому что доверие к местным органам юстиции было... местные органы юстиции состоят же из местного населения, да. В итоге, по результатам расследования, европейский прокурор вышел на брифинг к прессе, чтобы рассказать об его итогах. Конечно, у него сразу спросили, ну что, господин прокурор, фиджиняне опять за старое взялись? На что он им ответил, да успокойтесь вы, не ели они его, не ели. Только изнасиловали и убили, все экспертизы готовы. В общем, возвращаясь к нашей теме. Как только появилась возможность сравнивать себя с женщинами по телевизору, сразу это вызвало кучу отрицательных последствий. Также потом этот же самый феномен фиксировался и во многих других странах, в Африке, и в ЮАР, и в Конго, и в Нигерии. Такие сравнения действительно вызывают телесный стыд. Калиброваться с окружением – это нормально. Это встроено в наш механизм выживания. Но надо внимательно смотреть, с кем вы себя сравниваете. Потому что раньше у нас был доступ к сравнению себя с 50 людьми,
из нашего племени. И это действительно как-то помогало. Это работало на наше выживание. Сегодня же у нас есть доступ или, скажем так, возможность сравнивать себя со 150 миллионами людей в Инстаграме. Ну ничего полезного в этом нет. Это все только портит. И в чем здесь самое главное когнитивное искажение во время таких сравнений? Вот те, кто страдает от сравнения себя с кем-нибудь, можете даже это когнитивное искажение записать и как-то отдельно над ним подумать. Оно формулируется так. Мы сравниваем свою реальность с чьей-то витриной. Ведь мы же про себя все знаем, а про человека, с которым мы себя сравниваем, мы что-то знаем. Мы знаем о нем только то, что он сам решил нам показать. Только то, что он сам решил нам о себе рассказать. При этом мы не имеем никакого представления о степени приукрашивания. То есть, насколько этот человек подает правдивый материал о себе. И мы берем вот эту его какую-то обертку, витрину, и сравниваем со своей реальностью. Какой путь выхода из этого когнитивного искажения? Но как только вы какого-то человека видите, и у вас подступают мысли: ой, вот она такая богатая, вот она такая счастливая, вот она такая распрекрасная, вот она такая красивая, частные борты, сумки, Биркин, отдых на самых лучших фешенебельных курортах и так далее и тому подобное. Вот на этом моменте сразу говорим себе: стоп, я вижу, что ты пытаешься нарисовать образ счастливый, прекрасный, и что все в твоей жизни более чем замечательно. Я вижу, что ты пытаешься нарисовать такой образ. Но насколько этот образ соответствует действительности, я не знаю. Я ничего не знаю про тебя. Что тебе приходится делать для этого? И с кем? Сколько раз? Я ничего не знаю про тебя. Я вижу тот образ, который ты пытаешься транслировать во внешний мир. Но сколько уже тоже было этих историй, но им просто же нет числа. Вот берем даже Элизабет Холмс. Это была такая... В 30 лет уже она была миллиардершей. Она там одну такую аферу, скажем, запустила. Стартап у нее такой был, да, но можете отдельно посмотреть, там история про Элизабет Холмс. Но тоже она украшала все обложки журналов, и Forbes, и Vogue, и все со всех точек зрения. Форумы того времени были переполнены вот всякими такими идеями, что типа я вижу, что вот Элизабет Холмс и красивая, и богатая, и такая умная, и такая успешная в свои 30 лет. Я по сравнению с ней чувствую себя какой-то бесполезной, ненужной никому неудачницей. Но что потом выяснилось? Выяснилось, что Элизабет Холмс оказалась аферисткой. Ну, потом она какие-то у нее там суды шли лет 10, я не знаю, в итоге она в тюрьме, сейчас сидит не в тюрьме. Ну, в общем, короче, все, вот эта как бы витрина, которую она являла миру, была прекрасная. Но все, что скрывалось за этим, мы узнали уже только спустя много лет, и, ну, там мы, не мы, скажем, люди узнали спустя много лет, уже испытая к тому моменту кучу отрицательных эмоций в связи со сравнением себя с ней. Берем другой пример, тоже вот весь мир молился, насмотреться-то не мог на пару Анджелины Джоли и Брэда Питта. Какие они прекрасные, но они, значит, блистали на всех ковровых дорожках, не слазили, значит, со страницы мирового глянца всех журналов и так далее и тому подобное. Ну что в итоге оказалось, когда немножко вот за эту витрину в бытовку мы зашли? Побои, в том числе побои с детьми, алкоголизм, какой-то ад, какой-то кромешный сюр. Понимаете логику этого когнитивного искажения? Ну нельзя сравнивать чью-то витрину со своей реальностью. Это касается параметров брачного статуса, каких-то достижений, социальных достижений, денежных достижений. Мы никогда не знаем, какую цену заплатил человек за то, что он имеет. Платит сейчас, продолжает платить, или, может быть, что ему еще предстоит платить за то, чтобы все это в таком состоянии удерживать. Недавно тоже мне попался такой комментарий под одним из моих лекций. Я вам сейчас его зачитаю, но вот он абсолютно идеально сегодня подходит в нашу тему. Я работала на скорой. Приезжаю на вызов к пожилой женщине. Осматриваю, а она в синяках, причем характерных именно для побоев. Упасть так невозможно. И вот она плачет, и как классическая жертва все приговаривает. Какая она плохая жена, как муж с ней намучился, как она неправильно ведет себя. Ну и далее по тексту жертвы. А на стене висит поздравительная грамота от губернатора с золотой свадьбы. 50 лет супружеской жизни. Понимаете? На витрине, значит, грамоты от губернатора, подарки. Что там нынче власти дарят? Мясорубки. Это значит все на витрине. А то, что находится за этой витриной, ну вот как бы весь этот ужас, в котором эта женщина живет, она ведь на витрину помещать не будет. Поэтому еще раз фиксируемся. Если вы видите чужую витрину, ну хорошо, но если у вас наступают какие-то угрызения в этой связи, да, то есть вам плохо от чьей-то витрины, останавливаем все эти угрызения фразой «я ничего не знаю про твою жизнь». Поэтому и мучить себя сравнениями
не буду. Теперь, что касается других параметров для сравнения. Зависть к красоте и к молодости. Это когда мы сравниваем себя с молодыми и красивыми. Вот он, значит, такой весь молодой и прекрасный, а я скуф. Или вот она вся такая, значит, молодая, прекрасная и красивая, а я уже такая какая-то борщевка, как тетя Мотя уже выгляжу. Здесь проработка фразы из прошлого пункта, что я не знаю, что действительно происходит в твоей жизни, и поэтому мучить себя сравнениями не буду, может и не сработать. Потому что оно я вижу объективно эту красоту или я вижу объективно эту молодость. Не через Инстаграм я это вижу вживую. Это никто не прогнал ни через какой редактор. И вот сравнение с таким состоянием этих людей вызывает у меня грусть. Что делать в этом случае? Начнем со сравнения с молодостью. Но молодость дается всем людям на Земле. Да, это разная продолжительность молодости. Какие-то люди долго цветут, какие-то люди очень быстро отцветают. Но все-таки она дается всем. Может быть, все равно мы смотрим какие-нибудь фотографии людей, каких-нибудь эти встречи бывших одноклассников. Им всем по 35 лет, но кто-то из них выглядит на 28, а кто-то из них выглядит на 43. То есть при одинаковом паспортном возрасте продолжительность молодости, не знаю, может она там во многом, конечно, генетически обуславливается. То есть не обязательно, если какой-то человек очень плохо выглядит для своего возраста, что он последние 5 лет во враге лошадь доедал. Совсем не обязательно. Может быть, это генетически так, да? Но все же, скажем, молодость, какой бы продолжительности она ни была, она дается всем людям на Земле. И поэтому, когда мы сравниваем себя с какими-то молодыми людьми, и у нас вызывает это какую-то ужасную грусть, подожди, так она всем дается, у тебя же молодость тоже была. И этот человек какой-то проживает свою молодость. Что здесь необычного, что здесь ненормального? Здесь все справедливо, все с этим нормально. Теперь, что касается красоты. Вот, значит, женщина смотрит на другую женщину и считает ее красивой, сравнивает себя с ней и удручается в этой связи. Значит, залазим этой женщине в голову и спрашиваем: хорошо, вот ты на нее смотришь и считаешь ее красивой, и тебе от этого плохо. А как ты считаешь, она самая красивая женщина на Земле или есть все-таки красивее? Но все-таки все же мы понимаем, что приведи женщину любой красоты, найдется 10 еще красивее. Приведите эту десятку, найдется десятка еще красивее. Найдем третью десятку, где будут еще красивее, и далее до бесконечности. Всегда найдется рыбка покрупнее. Вот вопрос, почему она, не будучи самой красивой женщиной на Земле, не парится по этому поводу? А ты паришься по поводу того, что кто-то есть красивее, чем ты. А есть ведь еще куча женщин, которые менее красивые, чем ты, которые завидуют твоей красоте. Но ты, в свою очередь, не выбираешь наслаждаться тем, что у тебя есть, ты выбираешь париться, что есть кто-то покрасивее тебя. Возникает все-таки вопрос, в красоте ли дело? Теперь, когда мы с вами обсудили молодость, которая дается всем сравнение с молодыми, и красоту, которая всегда относительно, объединяем в один флакон. Сравнение себя одновременно с молодым и красивым человеком. Таких людей немного, но все же они есть. Давайте посмотрим, каким образом проходить эти когнитивные пути при сравнении себя с ними. Здесь в процессе сравнения себя с молодыми и красивыми два варианта может быть. Это зависит от того, насколько вы находитесь в миру со своим пройденным путем. То есть насколько какой жизненный путь вы прошли, вас устраивает, насколько вы им удовлетворены. Если вы им не удовлетворены, то у вас будет реакция в диапазоне от жертвы до токсичности. Жертва – это когда вы будете думать в таком ключе, что вот, какая же она красивая, какая же она молодая, а я же такой красивой никогда не была, какая я обделенная, как мне жалко, горе-то какое, горе-то какое. Ленька, ты поросям дал? Горе-то какое, как же мне в жизни-то не повезло! Или токсичность. Давайте здесь для примера возьмем, не знаю, может какого-нибудь 40-летнего мужчину, который своей жизнью недоволен, который пройденным своим жизненным путем недоволен. И вот он смотрит на какого-то молодого красивого парня, и какие у него в стиле токсичности в этом смысле могут быть внутренний какой-то диалог, внутренний какой-то монолог при сравнении себя с ним. Че стоишь, выебываешься тут?
Девки на тебя смотрят, да, поди? Ну ничего, ничего. Ты вон какой орел, молодой. Реакция, наверное, плохая еще. Рано или поздно всунешь в какую-нибудь Машку и вовремя не достанешь. Машка твоя залетит, а тебе всего каких-то 19 лет. Она тебе учиться не даст. Без образования ты пойдешь на черную работу, начнешь пить, денег не будет. А скоро родится тугосеря. Пузатая Машка будет тебя пилить, что нужны деньги, деньги, иди зарабатывай деньги. И тогда ты пойдешь и выхлопаешь ларек у остановки. Тебя быстро поймают, и за 3 банки пива и 2 сникерса поедешь чалиться на 3 года. Будете с Машкой письмами переписываться. Но Машке деньги нужны, а не письма твои. И тогда ради гонорара она отправит заявку на передачу «Беременна в 16», где в видеовизитке расскажет вашу историю. Мы с моим парнем Вовкой сразу полюбили друг друга. Презервативами мы не пользовались, ведь они могут порваться. Скоро я рожу, и наш ребенок будет гордиться своим отцом, ведь Вовка станет юристом. Так он мне пишет в своих письмах из тюрьмы, где он сидит за грабеж. Вовка пишет, что в тюрьме он услышал много историй от несправедливо осужденных, и когда он выйдет, он будет защищать их в суде, и мы будем жить долго и счастливо. Но никакого долго и счастливо не будет. Когда ты откинешься, выяснится, что Машка давно уже живет с твоим другом Васькой, и твой ребенок похож на Ваську, как 2 капли воды. Оказывается, она с самого начала была беременна от Васьки, а не от тебя. И все, что произошло в твоей жизни, было зря. Тогда ты еще сильнее запьешь, и к 25 годам после отсидки и цирроза печени от твоей красоты и молодости не останется и следа. Последняя бомжиха у метро на тебя не посмотрит. Так что улыбайся, дорогой, улыбайся. Наслаждайся последними деньками своей беззаботной жизни. Радуйся своему красному румянцу на щеках. Ведь впереди у тебя будут только красные от слез глаза. Ну, здесь как бы какая логика идет? То есть я своей жизнью недоволен, я рисую в своем воображении то, как еще больше будут недовольны своей жизнью люди, сравнение с которыми меня ранит. Вроде как я несчастен, но ты будешь еще несчастнее. Вот он такой у нас вырисовывается первый вариант, да, диапазон реакции при таких сравнениях будет от жертвенности до токсичности. И второй вариант – это когда человек доволен своим пройденным путем и удовлетворен текущим состоянием своей жизни. Ну, в этом случае при взгляде на молодых и красивых и при сравнениях себя с ним не будет ни жертвенности, ни токсичности. Ну, будут просто какие-то, скорее всего, даже счастливые воспоминания своей собственной молодости. Просто годы детские прошли, кукла Маша, кукла Даша, просто дети стали старше, просто все мы подросли. Вот какая-то такая вот будет реакция. Весь день льет дождь. Какая песня красивая. Ладно, переходим к практическим рекомендациям. Как практикующий психолог, каждую свою лекцию я заканчиваю рекомендациями для своих зрителей. Какие у меня для вас рекомендации будут сегодня? Первое. Если у вас плохие ощущения вызывают сравнение себя с другими людьми по каким-то достижимым параметрам, деньги, социальный статус, брачный статус и так далее и тому подобное, то есть то, что человек сам может наработать в течение своей жизни, то помним когнитивные искажения. Нельзя сравнивать чью-то витрину со своей реальностью. Вторая рекомендация. Если у вас отрицательные ощущения вызывают сравнение себя по каким-то недостижимым параметрам. Нет машины времени, чтобы мы могли вернуться в нашу молодость, например. Да? То есть это недостижимый параметр, если годы идут и идут. Да? То есть если вот по недостижимым параметрам такие прям какие-то совсем уж черные мысли и какие-то вот то ли жертвенность, то ли какая-то лютая токсичность, то в этом случае дело тут уже не в сравнениях. То есть вы просто базово текущим состоянием своей жизни не удовлетворены. Но это уже совсем другая проблема. То есть вот эти все сравнения жертвенности и токсичности, это скорее уже следствие, да, симптом неудовлетворенности жизни. Корневая проблема другая, но это, конечно, тема для отдельной лекции. И третья рекомендация. Вот с чего мы с вами сегодня начали? Что все-таки у всех у нас есть предустановка на то, чтобы сравнивать себя с другими, эволюционно обусловленная. То есть так или иначе, вот что ни делай, все равно мы себя с другими людьми будем сравнивать. Но если вы воспитываете ребенка, то в момент, когда он подходит вам и говорит: вот, Машенька получила 5 по биологии, вот, как мне грустно от этого, помогите вашему ребенку, скажите ему о том, что ну ладно, Машенька молодец, что у нее 5 по биологии, а у тебя зато 5 по математике. Нормально у тебя все, не переживай. Или мальчишка подбегает: вот, значит, Вовка быстрее меня бегает, мы бежали там, не знаю, эстафету 100-метровку, и он быстрее всех прибежал, и вот как бы ребенок делится с вами этим, обязательно добавьте: ну молодец этот Вовка, который быстро бегает, а ты зато хорошо подтягиваешься. То есть как бы имейте в виду, что
Как бы задача родителя в данном случае, если ребенок себя с кем-то сравнивает, и у него это вызывает отрицательное ощущение, ваша задача его поддержать, а не усугублять эту ситуацию фразами типа «ну, значит, Машка молодец, а ты вот, значит, дура, не можешь биологию выучить». Или что Вовка молодец, а ты вот, значит, не молодец, что ты не можешь быстро бегать. Потому что часто, к сожалению, родители вот усугубляют положение. Не надо здесь усугублять, наоборот, максимально поддерживаем. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу с вами сегодняшнюю лекцию. Мне будет приятно, если вы поставите лайк. Отдельно хочу поблагодарить подписчиков на платформе Boosty и платформе Patreon. Я ощущаю вашу поддержку. Ну а увидимся мы с вами, как обычно, в следующую субботу в 10 утра. До встречи!